Самая большая политика, ты там будешь игрушкой в чьих-то руках. Там кто-то мутит, договаривается, а люди-то гибнут. Простые люди, понимаешь? Правильно, они их там. В хадисах описывается, что в ахирзамане люди, говорит, одним действием будут совершать тысячи грехов. Для этого мир этот создан. И в судный день тебя выкатят вот такой вот список преступлений, который ты скажешь, я же вроде бы вот чуть-чуть тут. Ты одобрил это. Это очень важная тема. Почему важная, особенно в наши времена? Потому что она позволяет человеку правильно выставить приоритеты в своей жизни. То есть, а это одно из ключевых положений, да, то есть человек должен научиться правильно расставлять приоритеты в своей жизни, потому что, заняться много чем можно, но именно у человека все ограничено. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Однажды моим братьям, помогающим мне, был задан такой вопрос. Прошло 50 дней, сейчас уже 7 лет. Этот вопрос задавали во время Второй мировой войны. То есть это где-то 39-е, 40-е годы, да? То есть только вот начался разгар Первой мировой войны. А ты, говорит, вовсе не спрашиваешь и не интересуешься этой ужасающей мировой войной, которая привела в хаос всю землю и касается судьбы исламского мира. То есть представьте такое событие, как мировая война, Вторая мировая война, да? А Бадиузаман абсолютно на нее не обращал внимания, вообще. И причем, что интересно, это состояние не было такое, знаешь, типа, мол, как сказать, типа, мне на самом деле интересно, хочется, но я не буду смотреть там или обращать внимание. Нет. Он именно, как говорится у нас, фитри, да, то есть естественно не обращал на нее, просто вообще не было интереса к ней. И всех это удивляло. Всех удивляло, почему ты не следишь за этим. Потому что, говорит, касается и судьбы исламского мира. То есть всего мира, в том числе и исламского мира. То есть почему ты не следишь за этим? Между тем, говорит, часть благочестивых и даже ученых людей, оставив общий намаз и мечеть, спешат послушать радио. Еще что интересно, в те времена делали так, что именно рядом с мечетями вешали вот эти радиоприемники и вещали новости постоянно. Знаете, как вот у нас там в Советском Союзе было, да, там от советского информбюро там, и пошла вот эта вот там информация. Вот точно так же и здесь, в исламском мире, специально рядом именно с мечетями, где люди в основном собираются, да, то есть это была как бы специальная, можно сказать, программа, то есть вешались вот эти радио, и именно во время намаза начиналась вот эта политическая какая-то пропаганда, вот эти новости, что в мире происходит и так далее. И говорит, что люди до того интересовались этим, что оставляли общий намаз. То есть намаз по-быстренькому читали и бежали быстрее послушать, что там происходит, да, там в мире, кто там выигрывает, кто проигрывает, кто что занял, кто там и так далее. И здесь задается два вопроса. Первый вопрос: интересно, разве есть еще более важное событие, чем это? И второй вопрос: или же интерес к подобным вещам, да, там, к политике, к войне и так далее, вот к этим широким кругам, или же интерес к этому причиняет вред человеку? В ответ я сказал: капитал жизни весьма невелик. То есть у человека его капитал, да, его время, они ограничены, очень маленькие. Да, то есть твой век пролетит очень быстро. Это при условии, что ты даже там проживешь, там, в среднем сколько сейчас там живет, там, 60 с лишним лет, да, человек. Ну, пускай 70, пускай даже 100. На самом деле они проходят очень быстро. Поэтому капитал жизни весьма невелик, но важных же дел очень много. То есть для человека есть очень много важных дел. То есть заняться можно хоть чем. И что интересно, подобно входящим друг в друга кругам, у каждого человека существуют круги, которые, начиная от круга сердца и желудка, тела и дома, района и города, родины и страны, земного шара и человечества, и до круга всего живого мира и всей Вселенной. И вот эти круги поочередно как бы входят друг в друга. И в каждом кругу у каждого человека может иметься какая-либо функция.
Однако в самом маленьком кругу имеется самая большая, важная и постоянная функция. А в самом большом кругу может изредка появляться самая маленькая и временная функция. То есть, по этой аналогии, величина круга и функции обратно пропорциональны. Да, то есть, чем меньше круг, тем там больше и важнее и постояннее функция. Чем этот круг больше, тем функция меньше, реже, и она не так важна. Это на самом деле элементарно можно сравнить. Вот даже если взять круг, самый маленький круг, к примеру, твоего желудка, да, твоего пропитания. Вот представь, ты, к примеру, неделю не ел, ты голоден. Тебе будет дело до того, что происходит в мире? Нет, правильно? Или не дай бог, там в семье у тебя проблема, да, кто-то болеет или еще что-то. Серьезная какая-то болезнь или серьезная какая-то беда. Тебе будет дело до того, что там в мире происходит? Вряд ли. Правильно? То есть, с одной стороны смотришь, вроде бы маленький круг, но он для человека важнее, чем большие круги. Мало того, в больших кругах ты практически ничего сделать не можешь. Ты просто там как болельщик. Вы знаете, есть футбол, к примеру, да? 22 человека, ладно, бегают по полю, они хотя бы деньги зарабатывают. Хотя и бессмысленно, да? А 50 тысяч сидит балбесов на стадионе, платит деньги, там, извините меня, пьют пиво. Чем они заняты? И вот похоже на это, вот эти все устраивают вот эти новости, политику, людей втягивают вот в эти все темы, как будто, как говорят же, там, диванные эксперты сейчас все стали. На кухнях там, возле телевизора, все понимают, все во всем разбираются, все такие, а что ты сделать можешь? Ну ладно, ты во всем этом разобрался, ты такой эксперт. И чего? При этом у тебя, извини меня, элементарно дома бардак. Ты не можешь навести элементарные порядки в своей семье, справиться со своими детьми. Тебе зачем этот там мир, государство, политика? У тебя, извини, на кухне не убрано. Элементарно, то есть элементарные вещи. То есть, смотри, маленькие круги, но там ты реально можешь влиять. У тебя реальные там функции. А, к примеру, ну даже в размерах страны взять, там, раз там, раньше в 4, сейчас в 6 раз, у кого-то там 5 раз в году, один раз проголосовать. И то еще неизвестно, твой голос реально там что-то решает или нет. Фальсифицируют его или не фальсифицируют, да, то есть под большим вопросом. А в своей семье у тебя реальные функции есть. Ты реально можешь заниматься там воспитанием детей и так далее. Но это все оставляют, занимаются. То есть получается, что вот эти вот большие круги, они очень привлекательны. То есть они вот этот интерес человека на себя притягивают. То есть ему интересно, что там происходит, кто там, чего там, да. То есть затягивают его. И что заставляет оставить необходимые и важные функции, которые находятся в маленьких кругах. Занимает, по сути, ненужными, бессмысленными и пустыми делами. Пустыми делами. Потому что ты ничего не можешь сделать там. Понимаете? У тебя время ограничено. Ну и что ты разобрался? Это тебе какую пользу дает для твоей жизни? Что ты разобрался, вот кто там прав, кто виноват, кто там что будет там. Это то же самое, вот представьте, вы пришли в магазин, к примеру, у вас там, не знаю, там 100 рублей. Ну, в магазине много чего продается, и красная икра продается, там, и то. Но у тебя-то 100 рублей, у тебя больше нету. Ты что будешь покупать? 2 икринки, красные икринки купишь? Или ты купишь самое необходимое, то, что тебе реально нужно? Ты купишь, не знаю, там, хлеб, к примеру, яйца и так далее. То есть то, что тебе реально необходимо. Точно так же и здесь. То есть у тебя ограниченное время. Ты что, здесь вечно будешь жить? Нет. Время у тебя мало, оно быстро проходит. Задайся вопросом, на что ты его тратишь? Разбираешься вот в всех вот этих вот вещах, от которых толку тебе нету? То есть получается, что ты, интересуясь все время большими вот этими кругами, этими политическими и так далее, следя за этим, ты попусту тратишь свое время. Это первое. Второе, что самое еще опасное, когда человек следит за военными или политическими схватками, он, хочешь не хочешь, начинает вставать на чью-то сторону.
Когда он своим сердцем занимает чью-либо сторону, он начинает уже снисходительно относиться к чинимому насилию. А Всевышний Аллах в Коране говорит, что? Примерный перевод, да? Не будьте сторонниками злодеев, чтобы вас не коснулся огонь. То есть этот аят указывает на то, что будут наказываться не только сами злодеи, кто сделали какое-то зло, но и человек, который морально его поддержал. Потому что есть такое правило: согласие с насилием является насилием. Согласие с заблуждением является заблуждением. То есть представь, ты вроде бы просто следил, ты просто смотрел новости, ты просто смотрел видео сейчас и так далее, и так далее. И где-то ты увидел какое-то насилие, какую-то несправедливость. Но из-за того, что ты занял чью-то сторону, ты там сказал: правильно, они их там. Ты в судный день будешь вместе с ними отвечать. Вопрос: тебе это нужно? То есть представляешь, ты просто посмотрел интернет, ты посмотрел там паблики какие-то новостные и так далее, просто последил, морально поддержал, и в судный день тебя выкатят вот такой вот список преступлений, которые ты скажешь: я этого не делал, я никого не убивал. А тебе скажут: ты помнишь, ты одобрил это. Поэтому в хадисах описывается, что в ахирзамане, ахирзаман это время перед концом света, люди, говорит, одним действием будут совершать 1000 грехов. Раньше это было непонятно, как можно было одним действием совершить 1000 грехов. А сейчас все становится понятно. Просто человек посмотрел что-то или опубликовал что-то, какое-то заблуждение, какой-то грех и так далее, и так далее. Представляешь, сколько людей посмотрело, столько ему записалось грехов. Просто он скажет: я же вроде бы вот чуть-чуть тут. Ты это распространил. Также пророк Мухаммад сказал: для того, чтобы стать лжецом, достаточно услышать и передать дальше. Сейчас посмотрите, сколько лжи во всей этой пропаганде, ложных дезинформации и так далее, и так далее. А мы что? Спешим: передал, передал. Ты занят ложью. Ты что, все проверил? Ты реально узнал, это правда или нет? Понимаете? То есть сейчас настолько опасно следить за всем. Опасно с точки зрения ответственности и опасно с точки зрения того, что на что ты тратишь свое время, что тебе дает толку в том, что ты разобрался в этих политических каких-то вещах. Ты что там реально на что-то можешь повлиять? Нет. Понимаете? Ты не можешь повлиять. Поэтому ответ на второй пункт вопроса: интерес к этому причиняет вред? Причиняет. Ты тратишь свое время, свою жизнь на пустые вещи, это раз. Во-вторых, ты заходишь под очень тяжелую ответственность, причем которую ты не чувствуешь. Тебе кажется, что это ерунда. Тебе кажется, что подумаешь, там посмотрел что-то, подумаешь. Я даже по себе, помню, к примеру, началась война в Украине. Поначалу каждое видео там попадалось, начинаешь реально тебе, там, противно, и у тебя реально чувство, то есть, люди погибают там. А теперь смотришь, уже все, как будто норма. То есть ты представляешь, насколько вот это с точки зрения даже человечности тебя убивает. Потому что поначалу ты как реагировал, то есть у тебя реально все твое человеческое подымалось, и тебе реально было сострадание и так далее, что люди гибнут вообще за что, кто, зачем это все. И сейчас смотришь, уже счет идет на тысячи. Тогда там единицы какие-то погибали, ракета туда прилетела или сюда прилетела, и ты переживаешь, там думаешь: за что люди гибнут? А сейчас получается, что вред на самом деле просто колоссальный. Хотя человек думает, что это все так легко проходит. Так это сейчас идет такая, а ты представляешь, это время Второй мировой войны. Вторая мировая война, а Бадиузаман вообще ее игнорировал. Причем, говорю, игнорировал не так, что, знаешь, мне так-то интересно было бы посмотреть, но я, борюсь с собой и не смотрю. Нет, не так. Ему реально это было неинтересно. Вообще. Теперь ответ на первый пункт вопроса. Какой?
Существует ли еще более важное событие, чем, к примеру, даже мировая война? Мировая война. Да, существует еще более великое событие, чем эта мировая война, и еще более важный вопрос, нежели вопрос мирового господства на этой земле. И перед каждым человеком, и особенно мусульманами, имеется такое событие и стоит такой вопрос, что каждый человек, если у него есть хотя бы силы и богатство, как у немца или англичанина, ну на тот момент кто там боролись, да, англичане, немцы, и если есть еще и разум, он не колеблясь отдаст их, чтобы в свою пользу решить это только лишь один вопрос. То есть существует такой вопрос, по сравнению с которым все события на этой земле, они вообще ничего не стоят. Вообще ничего. Да? И вот этот вопрос, о котором, основываясь на тысячах обещаний и клятв хозяина и правителя этой вселенной, единодушно сообщают 100 тысяч самых прославленных людей и многочисленные звезды и учителя рода человеческого, некоторые из которых видели это собственными глазами. И этот вопрос заключается в следующем. То есть имеется в виду, об этом вопросе, во-первых, сам Всевышний Создатель клянется во всех своих откровениях, да, 1000 раз. Во-вторых, 100 с лишним тысяч пророков приходило. Сколько святых, сколько ученых, которые доказывали как бы реальность этого вопроса. Так вот, перед каждым отдельно взятым человеком, перед каждым человеком стоит вопрос обретения, если, конечно, у него есть вера, или же потери вечной и постоянной земли и царства, украшенного дворцами и садами во весь наш земной мир. То есть, если человек не обретет крепкую веру, он потеряет ее. То есть в наше время, это вот мы несколько раз читали, да, то есть если у человека в наше время не будет тахкики имана, да, то есть осознанной веры, то в наше время он потеряет эту веру. И даже, говорит, многие в наше время из-за чумы материализма. То есть сейчас реальная чума материализма. Вот если бы сейчас, да, вот недавно были там события, связанные с этим ковидом, паника на весь мир. Все там маски, там то, 5, 10, да? Но на самом деле сейчас уже бушует больше 100 лет чума материализма, которая забрала жизни, наверное, миллиардов людей. Каких жизней? Вечных жизней. Понимаете? Это-то жизнь все равно, там, здоровый ты, больной, бедный, богатый, счастливый, несчастливый. Эта жизнь все равно, сюда никто навечно не пришел. Все мы умрем, все. Но вопрос стоит твоей вечности, и он решается здесь и сейчас. Здесь и сейчас. У кого-то есть договор, что ты завтра жить будешь? Нет, реально нет. То есть, возможно, сегодня последний день. Это факт. Для каждого его жизнь может закончиться очень внезапно. То есть проблема человека не только в том, что он просто смертен, он смертен-то внезапно. И не дай Бог тебя застигнет вот эта смерть в каком-то беспечном состоянии, в состоянии греха, не той увлеченности и так далее, и так далее. Так вот, в наше время из-за чумы материализма в отношении этого вопроса терпят крах люди. Причем верующие люди. Верующие. И даже один праведный ученый увидел, что при смерти людей в одном месте из 40 умерших лишь некоторые ушли в иной мир с верой, остальные же потеряли. Это имеется в виду люди, которые ходили в мечеть. То есть, представляешь, он увидел, что из 40 один только с веры ушел. Как закат, 2,5% всего. Вопрос. Интересно, сможет ли человек восполнить вот эту потерю, даже если все богатство земли будет отдано ему? То есть, представь, человек ушел с этого мира без имана. Что ему поможет? Он как-то там сможет этот вопрос решить деньгами, связями в этом мире там, или так далее? Нет же. Так вот, мы ученики Корана и его толкования Рисали и Нур считаем, что бросив дела, способствующие положительному решению этого вопроса, и оставив обязанности, помогающие работать в этом деле одному необыкновенному защитнику, который 99% помогает положительно решить этот вопрос, заниматься пустыми, бессмысленными делами, словно мы навечно останемся в этом мире, является абсолютной глупостью. То есть, представляешь?
как Устаз в одном месте описывает очень красиво, да, горит мой дом, в нем горят мои дети. Я бегу спасать их. Ты что, когда вот, не дай бог, такая ситуация будет, у тебя горит дом, там твои дети, ты что будешь спасать? Мебель, не знаю, там, оргтехнику. Ты что будешь спасать? Самое же дорогое, правильно? Тебе уже на остальное дел не будет. Вот в наше время духовная чума. Люди теряют свою веру. Сейчас время спасать веру. Все, сейчас. Поймите, что вот эти все круги, они практически для большинства людей уже потеряны. То есть они настолько, как бы, как сказать, заполнены вот этим харамом, обманом и так далее. То есть ты, выйдя там, кто-то хочет там через политику послужить истине, ты там утонешь. Ты там будешь игрушкой в чьих-то руках. И жаль вот этих людей, которые реально, возможно, от человеческих чувств они кидаются, да, в какие-то вот там, куда-то идут там воевать или то, или пятое, десятое. Но они не понимают, что в итоге-то они все равно просто становятся игрушкой. Там кто-то мутит, договаривается, продает, покупает и так далее, а люди-то гибнут. Простые люди, понимаешь, которые... А тем, кто играет в эти... Им вообще, на этих людей, им, извините меня, по барабану. И кто вот сейчас, там, десятки тысяч людей гибнет, что им сейчас поможет? Кому это все нужно? И даже это не обязательно какая-то война. Вот сейчас человек может в красивом месте, абсолютно не болеет, со всех сторон он в благоденствии, туда, но он без веры ушел с этого мира. Внешне это выглядит, все у него хорошо было. Но с точки зрения истины, это такая катастрофа, которая... Представь, человек просто потерял свою вечность. То есть он вечно будет пребывать в аду. И что ему дело до того, кто там на этой земле будет править вообще? Какая разница? Как вот многие, да, там, что-то за что-то болеют, туда-сюда. Ты ему говоришь, а ты реально от этого что имеешь? Причем практически в любой стране. Понимаешь? Вот ты от этого реально что имеешь? Вот ты там переживаешь, там, это наше, или это там того, или это того. Ну не твое. Ты от этого ничего не имеешь. Тебе говорят, иди отдай свою жизнь, но ты же от этого ничего иметь не будешь. То есть даже с точки зрения логики в этом мире вообще не проходит никак. А если с точки зрения истины смотреть, то это вообще катастрофа. Поэтому заниматься другими делами является абсолютной глупостью. То есть с точки зрения истины это выглядит именно так. Заниматься другими делами – это абсолютное. Сейчас может кто-то с этим спорить, не понимать туда-сюда, но настанет время, даже в его жизни, скорее всего, здесь, он с этим согласится. А на судном дне или в могиле он это увидит воочию. Что на самом деле важно. Поэтому мы уверены, что если у каждого из нас будет даже если в 100 раз больше ума, его нужно использовать лишь для этой задачи. Для того, чтобы, во-первых, спасать свою веру, во-вторых, каким-то образом помогать спасать веру других. И альхамдулилля, вот эти книги Рисали и Нур, они на практике показывают, да, скольким людям они помогают, если у кого есть вера, ее развить, сохранить, даже тем, у кого ее нету, приобрести. То есть, представляешь, есть такое лекарство на наше время, с помощью которого ты можешь помогать людям реально спасаться, спасать именно свою вечность. Вот представь у человека, да, который стал причиной, что, к примеру, кто-то вот был в смертельной опасности, не знаю, там тонул, или там вот он где-то висел, там вот-вот оборвется, или там в пожаре был, и его ты вот спас. У тебя насколько будет вот это духовное удовлетворение, что ты стал причиной, что ты спас человека. А теперь представь, если ты станешь причиной, что человек спасет свою вечность. Пророк Мухаммад, алейхиссалам, сказал, говорит, если Всевышний Аллах сделает тебя причиной тому, что кто-то придет к истине, с чем он спасет свою вечность, это для тебя лучше, чем все то, над чем восходит солнце. То есть, чем весь этот мир.
Поэтому еще дополнение к этому есть еще одно письмо из кастамонских приложений. Наш устад говорит, да, в наше время наносится очень много духовного и материального вреда людям, проявляющим внимание и с интересом следящим посредством радио, а сейчас там интернета, телевидения и так далее, проявляющим внимание и с интересом следящим посредством радио за схватками, происходящими на земном шаре, тем самым сильно привязываясь к тем событиям. Что еще происходит, смотрите. Или, говорит, их разум рассеивается. То есть человек становится рассеянный, то есть у него вот, как сказать, он на настоящих ценностях, на настоящих проблемах потом не может сконцентрироваться. Потом еще что становится? Его разум в таком положении становится как будто духовно безумным. То есть человек вроде бы разумный, то есть он как бы вроде бы разум есть, но ты смотришь, он вот настолько вот этой вот политикой и этим всем как будто в отравленном состоянии находится. То есть ты ему говоришь такие истины, а он реально, он их не может оценить. Понимаешь? Он вроде бы понимает, но ему интересно другое. Понимаешь? Вот как будто он заражен чем-то. Как будто, говорит, духовно становится безумным. Или же сердце испортится, став духовно безжалостным и впавшим в неверие. Это вот то, о чем я сказал. То есть, говорит, человек вот следит за этими военными, да, политическими схватками, там погибают люди тысячами и так далее, а он уже нормально. По себе даже это замечаешь, что вот я вспоминаю, как вначале реагируешь, да, то есть тебе прям реально как будто удар такой. И сейчас уже вот так. То есть хочешь не хочешь, тебе наносится вред. То есть портится сердце, став духовно безжалостным и впавшим в неверие. То есть человек может же, а многие же так и задают, почему войны происходят, почему Бог это допускает и так далее. Это человеку легко, который там, к примеру, да, его, так скажем, близкого круга не коснулось. А представь люди, у которых реально гибнут люди, да, их там родственники. Они же задаются вопросами, почему так происходит. Или же еще человек начинает очень сильно, следя за этими военными, политическими, да, у людей же еще какая есть склонность. Они начинают это как-то конспирология, что как будто реально кто-то там управляет там туда-сюда. Понятно, что все эти есть, да, там эти люди, эти там комитеты и так далее, которые все это мутят. Но тут нужно, есть очень тонкая грань, где ты не должен, как сказать, то есть у многих людей, которые особенно вот это увлекаются конспирологией, смотришь, он уже как будто, астафирулlah, не Всевышний Аллах всем управляет, а как будто вот эти комитеты уже всем, а у них все распланировано, уже все там предрешено. И так. Во-первых, духовно человек ломается. Он думает, да, что я тогда могу сделать? Уже, оказывается, настолько все погрязло и так далее, и так далее. Как у многих же есть там, да, там вот кто-то хочет там изменить мир туда-сюда. А на самом деле, вы поймите, просто все вот эти круги, которые мы перечислили, да, они на самом деле существуют ради вот этого маленького круга, а это круг твоего сердца, то есть круг твоей веры. Ради него вот это все создано. Но для чего Всевышний Аллах все это создал? Это вот в 20-м письме очень красиво, да? Твердо знай, величайшая и высочайшая цель сотворения – это вера в Аллаха. То есть для этого все сотворено. А люди этот круг оставили и увлекаются всем. Так вы поймите, все это создано, чтобы вот этот круг существовал. Если, вы поймите, просто если этот круг разрушится, да, если в твоем личном мире он разрушится, то для тебя существуют остальные круги, не существуют. Вообще разницы нет уже. Все это пустое. Это раз. Если в человечестве, в общем, человечество начнет проигрывать вот в этом маленьком кругу, то есть если настанет такое время, когда людей, занимающихся своей верой, станет меньшинство вообще там, или вообще там практически исчезнет, то Всевышний Аллах разрушит эту планету, этот мир. Потому что, а смысл какой? То есть представь, ты что-то построил, да, создал для определенных целей, эти цели уже не выполняются. Ты будешь это держать? Нет. То есть представь, сад, который не приносит уже плодов. Какой смысл его там поливать и так далее? Он плоды не приносит. Точно так же, если человечество перестанет заниматься серьезно верой, познанием Аллаха, поминанием и так далее, все будет разрушено. Поэтому
Внешне кажется, что, к примеру, вот такие вот уроки, да, мы вот там читаем и так далее. И многие даже, что интересно, из мусульман так. О, эти комнатные мусульмане, что ли? Читают книжки, там сидят и думают, что там что-то поменяется. Представляешь, насколько узкие люди, узкое мышление у них. Вообще-то, для этого мир этот создан. Чтобы сидели и об Аллахе говорили. Пророк Мухаммад, алейхиссалам, к примеру, такие собрания как называл? Райские сады. Собрания ученых. Сколько хадисов в Кудси есть, сколько хадисов, да? Моя милость, говорит, ни на миг не покидает такие собрания. То есть для этого создано. Если таких кругов не будет, да, а зачем тогда это все? И самое интересное, что даже многие мусульмане этого не понимают. Они больше тоже увлечены вот этим внешним, там, понимаешь? Им там нужно что-то быстрее, срочно построить там какое-нибудь государство там, и так далее. А как ты будешь, чего ты строить будешь, если люди в таком состоянии находятся? Они свои личные фарзы выполнять не могут. Они не могут в своем доме, вот у него семья есть, он в своем доме не может по шариату жить, не может. Сколько встречал там брат там в мечети, смотришь, он такой там за шариат туда-сюда. Домой к нему приходишь, смотришь, у него дочки не покрыты. Ты думаешь, ты что там кричишь в мечети про шариат? У тебя ты дома у себя наведи шариат. Не может. Понимаешь, не может. Но при этом требует, чтобы там кто-то, что-то там, на кого-то еще там. Тебе кто мешает дома навести шариат? Сложно? А ты как хочешь построить мировой там? Если ты не хозяин в собственной семье, ты на себя даже не хозяин. Ты сам-то можешь все соблюдать? Может быть, если придет шариат, так придется, может быть, тебя казнить. Ты не подумал об этом? Когда слушаешь этих великих предков, да, там, как Хасан Басри сказал же, да, причем табат-табиинам, это поколение, которое пророк Мухаммад сказал, лучшее поколение. Хасан Басри сказал, говорит, что если, говорит, сахабы увидели бы ученых среди вот, наших ученых, говорит, они сказали, у этих людей ничего нету, то есть у них нету знаний. А если бы, говорит, обычных из наших увидели, они сказали, это кафиры. Это, представь, это в те времена. А если бы они нас увидели? То есть в каком мы состоянии? И ты еще хочешь там чего-то там, на ком ты, чего ты будешь строить? Люди слова не держат, слова не могут держать. Элементарные испытания не могут пройти. И ты хочешь, чтобы там что-то там... Ну это же глупо. Поэтому пока не восстановится иман у людей, пока вот этот фундамент не появится, нереально чего-то добиться. Причем нигде. Нигде. Поэтому каждый должен работать, начиная вот с этого круга, свое сердце. Свой иман укреплять потихоньку, потом тело, потом семья. Это вот, занимайся. Вот у тебя есть там семья, занимайся. Куда ты лезешь там, кого-то куда-то. Вот, занимай, у тебя реальные люди есть, которые ты реально можешь что-то делать. Проще же, конечно, посмотреть там новости и там где-то быть где-то. Но самое интересное, что вот многие там говорят, там типа, мол, политика все равно важна. Вы просто поймите, что сейчас самая большая политика, самая вот просто непобедимая политика, это не заниматься политикой. Вот нужно показать людям, что можно вообще жить по-другому. Вообще другими. И вот Бадиузаман, по сути, он строит вот такой мир. Понимаешь, как будто им говорит, возьмите эту дунью, хавайте ее. Вот, все. И начинает с малого круга. Вот кто тебе мешает? Вот смотри, мы же живем все в одном и том же мире, согласись? Вот, вроде бы один и тот же мир. Но оказывается, в этом мире есть мир в мирах. Вот же здесь ты находишься, к примеру, да? То есть какие здесь темы, какие мысли, какие чувства развиваются, чем люди живут, о чем общаются. И все есть. Что, они где-то на другой планете, что ли, живут? Нет, они в этом же мире живут. Но оказывается, есть и такие миры. То есть, оказывается, все возможно. Это вот как раз у Хусни Байрам Аби, да, спросили, говорит, и что мы, типа, вот так вот, читая книги, мы что, победим, что ли? Он говорит, вот именно так мы и победим. Сколько было тех, которые там по-другому думали? В исламском мире много было всяких движений, которые там хотели и так, и сяк, и через политику, и силой, и так. Где они все? Где они все? То есть и просто вот
смотришь, насколько у людей реально как бы даже элементарного мышления нету, да, вот смотри, вот с точки зрения даже элементарной такой логики, вот представь, ну, на примере спорта возьмем, вот представь, к примеру, ты боксер, я борец, да, мне с тобой выгодно боксовать или бороться, если я борец, а ты боксер? Бороться, правильно? То есть мне нужно тебя вытянуть на свое поле, где мое преимущество, правильно же? То есть по логике. Теперь смотрите, в чем сила мусульман, да, то есть верующих людей, в чем сила? В том, что у нас в руках истина. У нас истина, а истина, она непобедима. Мир неверующих людей, да, то есть вся их философия, они считают, что их точка опоры – это сила. И эту силу они накапливали тысячелетия. Понимаешь, они над этим работают, потому что они считали, что вот в силе есть истина. И они ее копят. Ну что, не так, что ли? Все оружие, посмотри, какое там. Ну, то есть все. И теперь, представь, есть наивные мусульмане, которые хотят бороться с миром неверующих силой. Ты дурачок. С тобой будут просто играться. С тобой просто будут, ты будешь игрушкой в их руках. Потому что они на это поставили все. Они считают, что сила – это истина. И они для этого жили, веками это все копили. Технологии и так далее, и так далее. А в наших руках истина. Наше преимущество в том, что у нас есть правда, у нас есть истина. Вот. Так нам надо на этом пути сражаться. Просто распространяя истину, и все. Нету нужды вообще каких-то там вот других движений. То есть вот со всех сторон, из тех. Но эта истина, это не просто ты должен говорить, что вот у меня истина, а ты должен жить этой истиной. То есть ты должен реально показать своей жизнью, что такое иман. Понимаешь? Вот что такое иман. Чтобы ты реально своей жизнью показал, что, оказывается, вот так можно жить, верой. Не так, что там, вот у меня есть истина, она вот здесь вот, а я сам... Нет. Именно оживить ее. Живи, покажи просто, как можно жить. Вот и все. Как жить, как человек. Поэтому, если человек будет следить и увлекаться вот этим политическими и так далее широкими кругами, или их разум рассеется, став духовно безумным, или же сердце испортится, став духовно безжалостным и впавшим в неверие, или же их мысли придут в полный беспорядок, став духовно отчужденными от духовности именно. То есть он как будто перестает понимать духовность. Да я и сам был свидетелем того, как в связи с этой особенностью от бесполезного интереса один простой, но в то же время религиозный человек, чуть ли не плача, переживал за поражение одного безбожника, являющегося старым противником ислама. И вместе с тем он проявлял радость проигрышу представителя джамаата саидов, то есть Ахль-бейту. То, что они проиграли безбожнику. Интересно, заинтересованность такого вот простого человека и его предпочтение ради широкого круга политики какого-то безбожника, борцу за веру из рода пророка, алейхиссалам, разве не является самым удивительным примером расстройства разума и вообще полоумия? Если задуматься над тем и представить, какие плоды в дальнейшем может привести то, что простонародье, простые люди, оставляя позади важные обязанности, находящиеся в кругу владения их души, религии, личности, семьи, села, начнет посредством радио с совершенным увлечением интересоваться политическими вопросами, относящимися к широкому кругу и являющимися относительно них маловажными и даже бессмысленными, и касающимися в какой-то степени лишь обязанностей министров внешней политики. То есть это вот дела чьи? Людей, которые реально на этих постах находятся. Они должны... Ты что на своей кухне этим интересуешься? Тебе зачем это? Высшие военные чиновники могут, да, командование. Тем самым, делая посредством того интереса беспутными свои души, болтливыми свои умы и еще что? Ломая воодушевление и наслаждение сердца, относящиеся к истинам веры и ислама, приводя их к легкомыслию и беспутству, и духовно убивая их, и тем самым подготавливая место безбожию, и принося колоссальный вред общественной жизни ислама. От этого всего волосы становятся дыбом.
Сейчас это вообще, то есть это уже пик. Представляешь? Все интересуются, всем интересно, все эксперты. Да, каждый человек, конечно же, он связан с Родиной, с народом, государством. Однако не стоит, используя эту его связь, привязавшись к течению временных событий, подчинять интересы нации, Родины или государства временной политике некоторых личностей. И скорее даже отождествление их является очень большой ошибкой. Из чувства и обязанности патриотизма и любви к народу на долю каждого выпадает лишь одна сотая часть. В кругах же сердца, души, семьи, религии и так далее имеются очень важные постоянные обязанности служения и связи, на долю которых иногда выпадает 10, 20, а порой и 100 частей. Поэтому жертвовать этими многими настолько серьезными и необходимыми обязанностями ради какого-либо одного временного, неважного и бессмысленного политического события, если это не безумство, что тогда? Поэтому нужно периодически напоминать себе, для чего? Именно для того, чтобы правильно расставить приоритеты в своей жизни, чтобы тратить свою жизнь на то, что действительно важно. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات